Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Сегодня я расскажу про интересный французский селективный нишевый бренд. Называется он Mema Париж. Был основан в 2007 году парой Кларой и Джоном. Клара – поэтесса, путешественница. Джон также любит путешествия, спортсмен из Ирландии. И свои ароматы они позиционируют как память о местах, в каких они побывали в странах. К примеру, там Италия, итальянская кожа, это ассоциируется с путешествием в Италию. И они также сотрудничают с известным парфюмером, это Алегор Массонет. Она создала очень много ароматов для Мема, и они шикарны, эти ароматы. Также у дома Мема есть коллекция, посвященная именно коже. И вот эти два аромата – это итальянская и африканская кожа. И итальянская кожа – это мой самый первый флакон был приобретенный у этого дома. И расскажу, чем же мне он пахнет. Вот так выглядит у них флакон. Стандартно такого черного цвета, такой с позолоченной крышкой. И у них здесь также картина такая наклеенная золотом и с изображением Италии. Вот. Чем же мне он пахнет? Он, конечно, очень зеленый на старте. Здесь есть интересная нота, как ботва помидоров. Если вы когда-нибудь были на даче и собирали уже зрелые помидоры, когда вы отрываете помидор с куста, и пахнет вот этим именно стеблем, листочками этого помидора. Вот. Он передает вот эту зелень, он такой летний аромат. Он очень стойкий. Вот как раз таки он у меня и ассоциируется вот с Италией, солнечной. Я, например, если я наношу его утром, первые 2 часа вот он пахнет вот этой зеленью, помидорной немного ботвой. И вот через какое-то время, минут через 10, он начинает пахнуть вот этой сладковатой, благородной кожей, именно кошельком. Если у вас есть кожаный кошелек, вот он передает вот эту прям запах этого кожаного кошелька. И также здесь есть интересная нота денег. Именно так вот пахнут деньги. Он прекрасно передает вот этот необычный аромат кошелька с деньгами. Но это первые где-то будет 2 часа так пахнуть. Через часа 2-3 он начинает сластить, и он начинает за счет ванили, которая там находится, он приобретает такой немного молочный, сливочный такой подтекст кожи. И почему-то к вечеру у меня, когда я наношу на свою кожу, он пахнет вот этими молочно-карамельными конфетами. Мне это, конечно, какой-то для меня это минус. Я не очень хочу пахнуть под конец дня сладкими конфетами молочными. Но кому-то, может быть, это понравится. Мне он больше всего нравится из-за того, что вот эти 2 часа он пахнет очень зелено, необычно, вот этой сладкой кожей, бумагой, вот этой деньгами. Я первый раз встречаю такой аромат, он очень необычный. Он, конечно, у меня 10 из 10 получает, так как я этот аромат люблю, я его часто наношу, когда тепло, жарко, летом, и он необычно и красиво раскрывается на коже. Зимой я как-то особо не хочу к нему притрагиваться, к этому аромату. Следующий аромат – это африканская кожа. Вот так вот выглядит флакон, здесь нарисован леопард. Также он такого черного цвета, позолоченная крышка. А этот как раз таки, если итальянская кожа для меня такой летний аромат, африканская кожа это зимний аромат. Так как он такой специевый больше, здесь есть специя шафран,
кардамон. Да, и вот он на старте очень такой специевый, и кожа здесь такая теплая, горячая. Он, если сравнивать это прям сладкий. Это вообще почти практически не сладкий аромат. За счет, он пахнет вот этим дорогим салоном автомобиля, который сделан из кожи. Вот, и таким новым. То есть вы когда вот садитесь, к примеру, если вы были когда-то в автосалоне и садились в новенькую машину, вот примерно так вот не пахнет. Конечно же, вот этот аромат еще и передает вот эту атмосферу Африки за счет цитрусов, дерева. Здесь оно немного такое напоминает мне, если вы знакомы с ароматом Terre d'Hermès, вот со временем есть какая-то немного небольшая схожесть. И я даже, если вам нравится Terre d'Hermès, и вы фанат этого аромата, скорее всего, вам этот аромат тоже понравится. Они в какой-то степени близки. Но в Terre d'Hermès нету кожи, ноты кожи. А здесь она есть, и она так красиво обыграна вот этими специями, цитрусами. Но он классный, и зимой его носить одно удовольствие. Он также очень стойкий. Мне он нравится, я ему также ставлю 10 из 10. Вот это 2 фаворита у этого дома Мема у меня. Также у меня еще была ирландская кожа из этой коллекции кожаных ароматов. Но я ее очень быстро истратила, она такая была очень хвойная, такая холодная, также интересная и красивая. Тоже рекомендую познакомиться также с ирландской кожей. Следующий аромат у меня нету полного флакона, но у меня есть такой travel формат, называется он London Tweed от Mema. И чем же мне он пахнет, я сейчас расскажу. Я его редко наношу, довольно редко, да, он очень такой цитрусовый, лимонный, имбирный. Здесь есть лимон, имбирь, если мне не изменяет память. И он такой прям солнечный, такой брызг лимона, когда вот вы отрезаете себе ломтик лимона, вот он пахнет вот этим прям горечью немного цедры, но она такая очень умеренная, эта горечь. И лимон, он здесь не такой прям кислючий, не сводит скулы ни в коем случае. Он здесь такой деликатный, уже когда вы уже опустили этот ломтик лимона в чай, вот он пахнет вот этим именно уже каким-то чаем. Но я не хочу сказать, что у меня есть какая-то ассоциация у этого аромата чая. Нет, именно вот ломтик, который уже слился с какой-то водой, он не кричит, он такой умеренный. Красивый свежачок на лето, да и вообще, возможно, на разные сезоны года. Я его вижу вообще на всех, это унисекс. Красивый аромат, цитрусовый, я не могу много про него сказать, так как он для меня очень обычный и простой. Для вот этой ценовой категории еще хотел бы напомнить, что Mema – это очень дорогой бренд, у них очень дорогие ароматы. Это ни в коем случае нельзя покупать вслепую, потому что вы пожалеете, если вы его купите. Поэтому вот хорошо знакомьтесь в магазине, наносите, не стесняйтесь на свою кожу. Вы можете даже в этот день не покупать аромат. Уйдите вы домой, посмотрите, как он раскрывается со временем, там, через час, через 2 часа, потому что они очень сложные. Они первые 15 минут могут на вашей коже звучать так, а через 3 часа вообще по-другому. Сейчас вот на вас кожа, через 3 часа там конфеты молочные, то есть, знаете, чтобы потом не разочароваться. Это вот та категория ароматов, которые раскрываются и трансформируются со временем на вашей коже. Вот. Больше ничего не могу сказать про этот аромат. Интересный, хороший. Если вы любите цитрусы, он, возможно, вас заинтересует. Я ему поставлю 7.
так как он все-таки очень дорогой и банально простой немного. Похож на многие ароматы цитрусовые у других брендов. Следующий аромат у меня также, он в таком пробнике, называется Moon Feather Mema, также Mema Париж. Вот так выглядит у них пробник. И он чем-то мне напоминает и похож с предыдущим, с этим ароматом. Еще единственное, что хотел бы сказать, у них, у этого флакона Mema London Tweed, красивый тоже флакон. Он отличается от этих, он такой прозрачный, и у него золотая такая крышка в форме крыльев, птиц или ангелов. Очень красивый флакончик, хотел бы напомнить это. Вот, про этот аромат Moon Feather. Он похож с предыдущим, и похож он, наверное, только цитрусом, но очень они разные. Он также, здесь, можно сказать, он более чайный для меня, пахнет именно каким-то чаем. Также, не знаю, что бы еще бы сказать, нанесу его на кожу, может быть, на коже он лучше. Да, он такой цитрусовый, легкий, освежающий, немного чайный аромат. Вот с этим ароматом вы можете пойти куда угодно, и в пир, и в мир, как говорится. Он освежающий, никого не будет раздражать, он такой деликатный. Единственное, большой плюс у этого бренда, они все стойкие. Даже если вот это цитрусовый, обычно цитрусовые ароматы грешат тем, что они вот час-два, и их уже больше не слышно. А здесь какие-то ингредиенты такие добавлены, то что в пирамиде есть ноты, к примеру, там или дерево, скорее всего, или мускус. Вот эту ноту цитруса, которая находится в верхней пирамиде нот аромата, да, они его удерживают. И удерживают так, чтобы он держался долго на коже. Обычно, если вы пробуете какие-то цитрусовые ароматы, они будут у вас быстро слетать. А вот у Mema они хорошо держатся. И он, конечно же, красивый. Немного сейчас стало пахнуть, возможно, ветивером. Здесь есть что-то пряное, не мята, что такое мятненькое. Возможно, и кардамон здесь есть. Ну, хороший, такой сухой аромат, свежий. Я не могу ничего сказать про него плохого, я ему ставлю 7. Наверное, из-за того, что я просто... Это чисто моя вкусовщина. Я не особо люблю такие обычные простые ароматы, так как просто он какой-то обычный. Я считаю, он не стоит столько денег, сколько за него запрашивают этот бренд. Вот за эти ароматы, возможно, да, можно отдать и радоваться, пользуюсь ими. Но вот эти, как бы, ну такое. Вот. И много просто можно найти подобного. И намного дешевле. Только поэтому. Вам спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Лайки помогают продвижению нашему каналу, чтобы как можно больше увидело людей наше видео. И также подписывайтесь, чтобы не пропускать наши новые, интересные, необычные видео, которые мы делаем. Вам хорошего дня и настроения. Всем goodbye.